корейское токбокки в соевом соусе. Сегодня целый день делали домашнюю рисовую муку. И вот по-быстрому скатала каре-ток. Как его делать, это, конечно же, не очень быстрая история, как и сама домашняя мука, рисовая мука домашнего приготовления. Об этом мы уже снимали видео, подсказку оставлю здесь, вверху. И также в конце видео тоже будет линк на то, как делать домашний каре-ток из рисовой домашней муки. Когда катаете каре-ток, скатываете, то делайте его приблизительно размером с ваш палец, в принципе, длиной тоже. Нам понадобится сегодня он в объеме 20 штук, это достаточно на 2 человека, они достаточно сытные. И мы сейчас с вами заготавливаем овощи. Нам потребуется половина моркови, которую мы нарезаем кружками такой средней толщины. Также потребуется половина луковицы, которую мы нарезаем полукольцами, тоже такой относительно средней толщины. Затем 1 зеленый перец чили, мы тоже нарезаем кольцами средней толщины. И 1 маленький пучок зеленого лука, нарезаем кусочками 2-3 см длиной. И также молотый чеснок. Его можно таким вот образом раскрошить ножом, сначала расплющить, затем измельчить или же просто перемолоть в блендере. На 2 столовые ложки чеснока уходит где-то около 1 маленькой головки чеснока. Теперь мы нагреваем сковороду, заливаем растительное масло где-то около 1 столовой ложки и кунжутное масло нам потребуется пол столовой ложки. Масло мы распределяем по сковороде, нагреваем и начинаем с того, что закладываем каре-ток, рисовые палочки в объеме 20 штук. Если вы хотите есть это блюдо с мясом, а это возможно, можно использовать говядину, нарезанную относительно средними кусками и лучше прежде всего замаринованную соевым соусом и сахаром, как это делается в блюде приготовления бульгоги. И тогда сначала готовится мясо, и потом уже закладываются рисовые палочки. Кстати, фарш тоже можно использовать, говяжий фарш. После того, как все палочки покрылись маслом и немного нагрелись, мы закладываем чеснок в объеме 2 столовых ложек. И все это вместе с рисовыми палочками мы пассируем. Готовим мы все это на среднем огне. Далее, когда вы почувствуете явный запах чеснока, который исходит от блюда, то тогда закладывайте морковь и точно так же пассируйте. После этого мы сразу добавляем соевый соус в объеме 2,5 столовых ложек. Это блюдо, оно так и называется – токбокки в соевом соусе. После того, как мы добавили соевый соус, то мы закладываем зеленый перец чили. Если можно вообще в это блюдо добавлять другие овощи, у нас просто в данный момент есть только вот эти. Если хотите, можете добавить грибы, тогда закладывайте их вместе с зеленым перцем чили. И затем добавляете сахар, после того, как немного попассируете, в объеме 2,5 столовых ложек. И продолжайте готовить все время, помешивая. Когда сахар растворится и все хорошо перемешается, вы можете добавить немного воды, точнее должны добавить немного воды, где-то около 5 столовых ложек на данный объем рисовых палочек, и продолжаем готовить пассируя. После того, как вода начнет переходить в соусовое состояние и морковь размякнет, вы закладываете лук и продолжаете готовить все время, помешивая. И затем, когда вся вода перейдет в соусовое состояние, можете закладывать зеленый лук. И все это перемешивайте, пассируйте буквально 1 минуту, и затем закладывайте кунжутные семена в объеме 1 столовой ложки. Кунжутные семена, они обжаренные, они не сырые. И все это вы опять же перемешиваете и буквально где-то 1 минуту пассируете, и все, блюдо готово. Как его сервировать? Тут, в принципе, никаких секретов нету. Просто выкладывайте на тарелку, но постарайтесь показать все цвета всех овощей, которые есть, когда сервируете, чтобы это было красиво.
Блюдо это не острое и даже немного сладкое, поэтому мне очень нравится его есть в сочетании, например, с раменом. Приготовить острую лапшу и есть это блюдо, и вместе с лапшой выходит вдвойне сытно и очень вкусно. Как я сказала, оно может быть с мясом и с без, и можно добавить еще овощей. Какие еще блюда можно приготовить из рисовых палочек, линк в конце этого видео. Лайкайте, подписывайтесь, не пропустите следующие видео, которые тоже будут с блюдами из рисовой муки.